Hey guys, welcome back to my channel. Итак, привет всем. Сегодня в видео я хочу показать, как я реализовал возможность загрузки файлов на сервер, также возможность стриминга видео, чтобы мы могли с вами его просматривать. Я уже подготовил код, он работает, я расскажу, с какими ошибками я столкнулся, почему это у меня происходило, и, соответственно, покажу, как я реализовал, чтобы отдавался файл, он мог воспроизводиться. Итак, давайте начнем с загрузки. В самой загрузке в API я ничего не менял. Перейдем в сервис. Здесь у меня, как вы помните, я делал background task. Это мы могли запускать просто на запись файл или сделать асинхронную функцию и асинхронно, соответственно, вызывать данную функцию, асинхронно записывать файл. И тот вариант будет у вас работать, можете им пользоваться. Причина, по которой у меня не загружались полностью файлы, то есть какая-то часть загружалась, потом возникала ошибка, падало соединение. Происходило по той причине, что я запускал Korn с опцией Reload. То есть чтобы у нас была автоперезагрузка UV-корна, когда у нас изменяется что-то в нашем проекте. Соответственно, когда UV-корн замечал, что файл изменился, мы что-то в него записали, он перезапускался. Из-за этого падало соединение и не загружался полностью файл. По этой причине мне нужно запускать UV-корн без опции Reload. То есть мы с вами просто пишем UV-корн main app. Итак, я запустил сервер. Давайте перейдем в документацию и попробуем загрузить наш файлик. Значит, обновляю страничку, все у нас работает. Загрузим первый тестовый файл. Здесь у нас будет файл небольшого размера. Это у нас 58 с копейками мегабайт. Открываем, execute. Получили с вами ответ. Давайте сразу посмотрим директорию. Вот появился наш файлик. Все замечательно. Возвращаемся в документацию. Теперь я сделаю второй файлик тестовый. И здесь у меня файл как раз будет загружаться, тот, который весит 360 с чем-то там мегабайт, 359, по-моему. Соответственно, который у нас падал. Нажимаем execute, чуть-чуть подождем, и он, по идее, должен загрузиться. Все будет, конечно, зависеть от интернет-соединения, которое у нас есть. Видим, что файлик загрузился, он действительно есть, отлично. Переходим в наш PyCharm и видим, что здесь у нас также появился второй файл. Отлично, мы сейчас открывать, воспроизводить не будем. Мы это проверим прямо на сайте потом. Итак, что я сделал дополнительно для того, чтобы у нас это работало? Давайте перейдем в API. Я раскомментирую данную функцию, а немного другую функцию я закомментирую. Так. Значит, что у нас есть? Это наша функция для получения, то есть наш endpoint для получения видео. Мы ее с вами на стриме разбирали. Мы получаем само видео. Дальше мы открываем этот файл и стримим его. В принципе, здесь вот select related user нам в принципе не нужен. Также я дополнительно добавил еще один endpoint. Это там, где у нас с вами будет выводиться список наших видео определенного пользователя. То есть у меня адрес user, мы указываем ID юзера и таким образом по юзеру фильтруем все видео и, соответственно, отдаем их с помощью модели getListVideo. Давайте на нее посмотрим. Эта модель похожа на getVideo. Единственное, здесь у нас отсутствует юзер. Просто выводится информация о наших видео. Также я, заметьте, объединил два класса. Здесь я вынес ID, Title, Description. GetVideo я просто наследуюсь от getListVideo и добавляю нашего юзера. Немножечко поменял модели нашего пайдантика. Итак, у меня есть функция, которая у нас уже была, отдает просто видеофайл и, соответственно, список наших видео. Давайте перейдем в документацию. Здесь у нас есть user, мы помним, это ID 1 у нас, нажимаем execute. И вот таким образом получаем списочек фильмов, то есть ID фильма и там заголовок с описанием. Отлично.
Теперь у нас есть возможность посмотреть какое-либо видео с вами. Мы с вами написали данный запрос. Как помним, он будет возвращать файл, но не будет отображаться работать. Значит, что я сделал? Я создал в директории templates файл index.html. Здесь у меня будет, соответственно, плеер, который позволит нам воспроизводить видео. Вы можете пользоваться стандартным плеером HTML, то есть тег видео. Здесь я использую JS библиотечку, которая добавляет там разные возможности к нашему видеоплееру. И, соответственно, мы можем там указывать размеры, красивость и так далее. Не суть важно. Здесь в source у меня указан наш адрес сервера, дальше видео и некий path. Давайте посмотрим, как у меня рендерится данная страница. У меня есть специальный route, который будет у нас рендерить HTML. Соответственно, мы обязательно должны с вами принимать request, ID видео, которое мы хотим с вами отрендерить. Дальше используем templates. Это у нас идет от Jinja templates. Мы указали директорию, где будут лежать наши шаблоны. Это наша теперь переменная templates, наш объект. У данного templates мы с вами вызываем template response, указываем HTML, файл, который мы будем рендерить, и, соответственно, передаем туда контекст. Обязательно нужно передать request, и path мы передаем ID фильма. И таким образом вот сюда у нас будет поставлен ID нужного нам фильма, и он будет загружен. Это можно реализовать чуть-чуть по-другому, но суть у нас такая. Соответственно, давайте попробуем перейти на сайт по этому адресу и посмотреть, что у нас будет. Вот мой URL, вот как вы видите, здесь у меня плеер. Перешли по первому видео с ID1, запускаем. Сейчас оно подгрузится немного и должно начать воспроизводиться. Так, давайте подождем. Можно пока открыть консоль, Network. Так, давайте перезапустим. Вот видите, у нас начинается загрузка 4 мегабайта, 5 мегабайт, 6 мегабайт. То есть у нас идет определенная загрузка файла. Видите? Вот 10 мегабайт. И пошло грузиться. Давайте нажмем play. И вот у нас идет загрузка. Давайте немного подождем. Сейчас пока, наверное, оно все не выгрузит. Да, надо было файлик поменьше взять. Ну ничего. Вот у нас с вами выгрузился файл. И теперь у нас началось с вами воспроизведение. Воспроизводится файл, но мы его не можем, видите, с вами промотать. То есть он как начинается с нуля и двигается. И вот здесь нам нужно этот вопрос порешать, чтобы мы могли с вами все-таки перелистывать наш видео, да, просматривать его, то, что оно может быть длинное, соответственно, нам интересно посмотреть на какой-то другой момент. Возвращаемся в PyCharm. Данную функцию я закомментирую, вот эту раскомментирую. Значит, что у меня здесь есть? У меня точно такая же функция, но мы здесь запустим с вами определенный сервис, который нам будет обрабатывать файл. И здесь у нас немного изменен респонс. Вот этот респонс, сам стриминга, мы сейчас разберем, как он строится. Итак, идем в сервис наш, функцию OpenFile. Вот функция OpenFile, она получает request и ID видео. Соответственно, request нам здесь с вами нужен для того, чтобы узнавать range. Range, который будет приходить к нам в заголовках, как раз и указывать, с какого байта нам нужно с вами начинать передавать файл. Мы получаем из базы наше видео, мы находим наше видео, чтобы получить его адрес. Далее, если такое видео не будет найдено, у нас возникнет исключение no match. И, соответственно, мы просто ресайзим 404 ошибку. Здесь мы могли бы сделать, к примеру, редирект на 404 ошибку на страничку. У меня есть такой HTML-щик. Здесь у нас есть в endpoint функция, которая просто рендерит HTML 404. Он также в директории templates.
Здесь ничего, кроме как H1 и 404, больше нету. Итак, вернемся в сервис. Далее мы с помощью модуля Path находим наш файлик, открываем его и узнаем его размер. Данная информация будет у нас храниться в переменной FileSize, который мы также занесем в переменную ContentLength. Далее мы создаем переменную status_code 200. Это если мы только первый раз с вами заходим. Пустой словарь для заголовков и content_range, который мы будем как раз доставать из реквеста и из headers, чтобы знать, какой range нам передается. Если content_range у нас отсутствует, мы с вами просто вернем файл, вернем status_code, content_length и headers. То есть у нас headers будет пустые, content_length это будет то, какой у нас объемом, да, наш файлик, status_code 200, ну и, соответственно, сам файл. Так вот, если у нас с вами есть content_range, то есть мы с вами перематываем видео и, соответственно, нам приходит, с какого мы байта хотим, так скажем, смотреть, мы вот здесь начинаем вычислять эти данные и, соответственно, я пока что не буду объяснять весь код, который здесь. Вы можете перейти в репозиторий, почитать его, разобрать. Наша суть в том, что мы указываем начало файла, откуда мы хотим, и конец файла, докуда нам нужно закончить. Таким образом, мы начинаем отдавать файл с определенного места. И возвращаем с вами status_code 206. Status_code 206, это очень важно. И в заголовках, в content_range мы передаем те байты, которые мы с вами отдаем. То есть начальные, конечные и общий наш с вами размер. И таким образом у нас в заголовках для плеера будет возможность узнать, с какого места мы отдаем файл и, соответственно, следующий прислать нам данные. В endpoint, когда мы с вами вернули все эти данные в файл status_code, content_length и headers, мы в streaming response передаем наш файл, указываем также, что это mp4 и status_code, то есть у нас это 200 или 206. Дальше в заголовке мы должны их обновить. Это у нас словарик, поэтому мы используем update. У нас есть с вами accept range, это байты. content_length мы как раз переводим наш length в str и передаем те заголовки, которые у нас с вами был. Это наш словарик заголовков, как раз вот этот вот range. Итак, теперь давайте перезапустим наш сервер. Он автоматически не перезапускается. Он не хочет перезапускаться по той причине, что у меня идет воспроизведение файла. Сейчас страничку обновлю. Запрос упал. Соответственно, поднимаем наш сервер. Теперь перейдем на страницу. Здесь у нас, видите, написано not found. Я понял, что пошло не так. Я не ту функцию закомментировал. Я закомментировал функцию, которая у нас отдает с вами как раз наш HTML. Вместо того, чтобы закомментировать функцию там, где у меня идет streaming response. Итак, я перезапущу сервер еще раз, потому что он автоматически не перезагружается. Как я говорил, я отключил автореload. Перейдем, обновим страничку. Вот, смотрим, видите, у нас с вами загрузилось как раз вот 787 килобайт. И дальше медиа, видите, у нас уже ответ 206. Ответ 206 и написано, сколько мы загрузили. Нажимаем play. И, как видите, мы теперь можем с вами перематывать наш файлик. И каждый раз к нам уходит запрос о том, на какой range мы хотим перемотать. К примеру, если мы с вами класснем сюда, на любой из этих URL, посмотрим, что вот range, и видите, передаются байты. Соответственно, первый range, если мы посмотрим, здесь он стоит в 0. И таким образом мы начинаем с вами файл, вернее, наше воспроизведение мы начинаем с самого начала. Давайте перейдем на адрес 2, там ID 2 нашего видео. Вот у нас оно подзагрузилось. Нажимаем play. Начинается наше видео. Это большой файл, 2 часа оно идет. Вот он, это запись моего стрима. Видите, мы переключаемся, и оно подгружает именно то, что нам нужно. Таким образом, мы с вами реализовали возможность отдавать файл и также проматывать его на то место, которое нам нужно. Как раз вот этот range я говорил в прошлом стриме о том, что нужно его указывать в заголовках для того, чтобы у нас шло воспроизведение. Вот таким образом я смог реализовать и загрузку видео, чтобы мы могли загрузить с вами файл и также его воспроизвести, посмотреть. Давайте перейдем на какой-нибудь третий адрес,
Как видим, у нас отдается просто статус 404 о том, что он был не найден. Как я говорил, мы можем просто сделать редирект. Вот такое, в общем, видео у меня получилось. Это вместо предыдущего стрима, который должен был во вторник быть. В общем, всем спасибо. Увидимся. Пока.